Добро пожаловать в гости на канал, с вами Валентина. Вот эту заготовку я делала в одном из видео, ссылку я оставлю в описании. Сегодня будем шить сумку. Допустим, вы сшили переднюю сторону, она у вас красивая. Заднюю сторону, которая будет к вам, к телу, можно сшить из однотонной ткани или более простую. Не надо делать какой-то рисунок, красивые выкрутасы. Или просто сделать из нескольких цветов ткани. Для тех, кто не видел этого видео, я расскажу вкратце. Беру основную ткань. Это будет подложка, можно брать любую абсолютно. Буду в качестве клеевой использовать флизелин. Подойдет и паутинка. Если у вас небольшие лоскутки ткани, то лучше, конечно, использовать клеевую. Из остатков джинсов я нарезал вот такие полоски, но цвета у меня разные, потемнее, посветлее. И сейчас я соберу, делаю немножечко внахлёст. Когда вы делаете такую работу, и отлично смотрится, когда у вас сильные перепады. Такой сильный контраст цвета, допустим, голубой и темный. Но так как у меня нет такого большого выбора ткани, я сделала так. И сейчас я утюжу через мокрую марлю или просто хорошо пройтись утюгом, чтобы все лоскуточки приклеились к флизелину. И проще было работать. А потом я по контуру сделаю декоративную строчку или можно просто пройтись простой строчкой зигзаг. Для надежности зафиксировала булавками, но если у вас лоскуточки хорошо приклеились на флизелин, то булавочки вам не нужны. Но вот этот флизелин мне не очень нравится, какого качества, иногда отскакивает. И теперь я прошиваю. Прошила заднюю часть сумки, получилась она тоже симпатичная, пустила кружево и декоративную строчку. И вот такие заготовочки-то у меня интересные получились. Сделала, прикрепила ручки. От края отступила 14 сантиметров. И по центру разместила ручки. И в итоге у меня тут получилось размер 13 сантиметров. В качестве ручки можно брать любую ткань. Но, как правило, ее укрепляют флизелином. Можно связать, вязаную сделать из пряжи, веревки. Но у меня стропа. Как раз подходит по цвету, ширина ее 3,5 сантиметра. Чтоб край не крошился, я его опалила. Размер ручки 65 сантиметров, включая с припусками на шве. Я сделала специально, чтобы я могла брать в руки, и она у меня не болталась по земле, или повесить на плечо. Зафиксировала булавками, и сейчас по краю просто пущу строчку 2 раза. Но делаем закрепки. Сумка будет на подкладочной ткани. Сделала 2 кармана на одну сторону и на другую. Прошлась 2 раза. Не забываем делать закрепки. Вот эта джинсовая ткань наверху, она называется обтачка. Вы высоту берете свою, какую вам нравится. Вы можете даже ее сделать и на пол сумки. Но сантиметров 5 она должна быть. Закрепив ручки, мы можем собрать сумку в нескольких вариантах. Отдельно прошиваем подкладочную ткань, складываем лицо к лицу и прошиваем. Или, смотрите, вверх. Я сначала прошиваю вверх. Пускаю строчку, ручки прошила, но булавку еще не вытаскиваю, пусть она будет на месте. И теперь, как выровнять подкладочную ткань? Вот вариант первый. Когда вы складываете подкладочную ткань, допустим, вы вырезаете прямоугольник, все, положили основную ткань, заготовочку, и по ней можно вырезать. Все. И еще один вариант, когда вы соединили с обтачкой, вот, например, вот такая, видите, у меня чистенькая обратная сторона. И излишки вы просто отрезаете. У вас 2 части будут в том и в том случае, они все равно будут ровные. Ткани, из чего мы шьем, бывают абсолютно разные, скользкие. Для удобства можно зафиксировать булавкой. Как я сказала, можно соединять отдельно. Сначала прошить сумку, отдельно подкладку и вот здесь по кругу соединить. Я пришила подкладку к обтачке и прошлась по кругу. И теперь я сбоку соединяю вот эти швы, чтобы они смотрели в одну сторону или в разутюжку их сделать. Стык, где
Вот подкладка совмещается с обтачкой. И пускаю строчку по кругу. Но в подкладке мы должны оставить небольшое отверстие сантиметров 10 или в бок, или снизу для выворачивания. Потом мы просто его зашиваем. Проходимся по кругу. Если у вас сыпучая ткань, подкладка, прошейте 2 раза. Или пройдитесь оверлоком, но это не обязательно. Соединила сумку с подкладкой. Теперь можно, по идее, выворачивать. Сумка-то уже сшита. И потом зашиваем это отверстие. Но если мы вывернем, сумка будет плоский низ. Какой вы хотите низ? Чтобы он был с донышком или просто прямой. Если прямой, оставляете так. Если с донышком, вы должны здесь сделать уголки. Или вы вырезаете квадрат, допустим, 3 на 3, 4 на 4. И потом совмещаете вот эти швы и прокладываете строчку. Или можно, не вырезая уголки, вы берете, рассоединяете ткань, совмещаете шов к шву, откладываете нужные сантиметры, сколько вы хотите сделать, и по прямой прокладываете строчку. Вот ваш уголок. Чтоб низ держал форму, можно сделать из картонки вставку, но с картонкой вы не сможете стирать, потому что она намокнет. Сюда вниз подходят. Есть такие салфетки под горячие. Они совсем дешевые, можно купить и вот именно пользоваться. В пошиве сумок просто обтягиваете тканью, вставляете вниз, когда надо, вы можете вытащить, или даже будет ваша сумка сохнуть с ней, ничего не будет. Уголки сделал 3 на 3, начала 4 на 4, но плюс еще швы, это получится дно 10 сантиметров для такой сумочки маленькой, это очень много. И теперь я вот так рассоединяю, соединяю вот эти вот швы и прокладываю строчку. Также я сделала и в подкладочной ткани. Вот так выглядят уголки в прошитом виде. Строчка, швы в разутюжку в разные стороны. Еще не зашивая технического отверстия, хорошо туда подлазим ручками и выпрямляем все наши уголочки. Это техническое отверстие. Необработанный край мы подгинаем вовнутрь и прокладываем крупными стежками строчку. Все. Сумка готова. Вот такая милая она получилась. Мне она очень даже нравится. И даже без птичек вот эта сторона тоже отлично смотрится. Готовый вид ее получился. Ширина 40 сантиметров. От верха до донышка 32 сантиметра. А если брать полностью, ну, грубо говоря, 36 сантиметров высота. И получилась она действительно аккуратненькая, маленькая. Такая летняя сумка. Мне нравится. Пишите свои комментарии, заходите в гости на канал. Кому понравился канал, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Загляните в плейлист «Текстильная пицца». На этом все. С вами была Валентина. Пока-пока.